Сегодня я простыми словами расскажу вам о том, как сохранить ваш мозг, чтобы он оставался в рабочем состоянии, чтобы память вас не подводила и внимание было на все 100%. И в конце нашего ролика я дам несколько очень важных советов, которые действительно работают и основаны на доказательной медицине. Я начинаю стареть, кто-то говорит. Мне уже 60, мне 70. А некоторые говорят, я начинаю стареть уже после 40. И вот что-то начинается с моей головой, с памятью, какие-то проблемы, она начинает подводить. Я чувствую, что не справляюсь с обычной умственной нагрузкой. Это беспокоит очень многих людей. Я могу сказать, что, например, в одном из больших опросов в Великобритании спросили, что вас больше беспокоит, рак или деменция? И большая часть людей зрелого возраста ответили, конечно, нас беспокоит то, что мы не совладаем с проблемами с нашим мозгом. Их беспокоит деменция, а не онкология. И это показательная штука. Если Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума. Вы все знаете эту пословицу. И она действительно не то что популярна, она отвечает основным, что называется, запросам. Человек с плохим сердцем, с плохими почками, с плохими легкими может жить и радоваться этому миру. Но если у человека не работает голова, не работает мозг, все кончилось для него. Теряется личность. С другой стороны, есть положительные примеры. Академик Павлов, писатель Бернард Шоу, великий японский гравер Хокусай. Все это люди, которые сохранили свой мозг, они до зрелых лет за 80 продолжали активно работать и, самое главное, творить. То есть они сохраняли полноценную жизнь практически до последних дней своей жизни. Многим из вас знаком советский актер Зельдин. Так вот, я могу сказать, что уже в возрасте очень глубоком, кому-то покажется настолько глубокий старик, это в возрасте под 100 лет, он продолжал служить в театре и играть на сцене, сохраняя абсолютно ясный ум. Как же добиться этого? Как же сохранить этот мозг? Работа мозга – это практически постоянный процесс. В мозге постоянно формируются новые нейронные связи, формируются, разрушаются. И когда вы обретаете новые знания, это позволяет формироваться очень важному свойству – нейропластичности. Нейропластичность мозга формируется именно когда вы чем-то заняты, то есть вы о чем-то думаете. Отсюда простой вывод. Для того, чтобы ваш мозг был в целости и сохранности, важен принцип, подобный физическим тренировкам. Когда вы тренируете мышцы, вы это делаете на регулярной основе. То же самое вы должны делать со своим мозгом. Мозг должен тренироваться на протяжении всей жизни. Поэтому чтение хорошей литературы, прослушивание хорошей музыки, разгадывание сканвордов, судоку, все это помогает развивать ваш мозг, даже когда вам глубоко, скажем, за 70. Было исследование, которое показало, совсем недавно его провели, что люди, которых начинали обучать музыке или заставляли просто слушать музыку в возрасте за 60, я говорю, конечно, о классической, хорошей музыке, а не о том ширпотребе, который льется с экранов телевизоров, через 6 месяцев мозг перестраивался. Все, что я сейчас говорю, доказано с точки зрения тонких нейрофизиологических методик. Второй момент. Чтение хорошей художественной литературы. Группу испытуемых просили читать хорошие, интересные книги. И опять-таки не какое-то чтиво. Книги должны были заставлять человека задуматься, переживать. Через несколько месяцев происходила перестройка мозга. Известна методика, когда вы изучаете иностранный язык. Даже если вы не собираетесь переезжать в другую страну, изучение иностранных языков, заучивание текста, фразы какой-то или слов помогает развивать ваш мозг. Почему? Потому что образуются новые взаимоотношения и связи в нем. Но кто-то возразит мне. У нас есть пример, и вы сами на своем YouTube-канале говорите о нем. Это «Крепкий орешек». Брюс Уиллис, у которого вроде все было, да, и заучивание огромного текста, и физическая нагрузка. А вот видите, он взял и рассыпался, у него тяжелая деменция. Так я хочу сказать о том, что мы сейчас говорим не о случаях, когда развивается болезнь Альцгеймера, или в случае, когда мы обсуждали Брюса Уиллиса, тяжелая нейродегенеративная ситуация возникла, тяжелый процесс в мозге, который не остановить, это болезнь. Мы говорим о людях, которые не имеют тяжелого недуга. Но с течением жизни вдруг начинает ограничивать себя в умственной деятельности. Вот они не перестают выходить из дома, общаться, ходить в гости, куда угодно.
Мозг их словно замирает. Вот об этой категории я хочу сейчас сказать. В 2023 году проведено исследование, которое показало, что, оказывается, люди, которые занимаются танцами, имеют совершенно другое состояние мозга. Префронтальная кора, которая отвечает у нас за интеллект, она развивается у этих людей. Я не оговорился, даже в зрелом возрасте. Совсем недавно я был на крупном европейском неврологическом конгрессе, где лекторы на одном из симпозиумов показали и убедительно представили научные данные о том, что прогулки, регулярные прогулки по лесу, они их называют forest bath, лесные ванны так называемые, оказывают благотворное влияние на состояние мозга. Причем было исследование, которое показало, прогулка прогулки рознь. В шумном городе взяли одну группу и заставили их ходить, и людей заставили ходить, ну как заставили, просили ходить регулярно в течение недели трижды в лесу. Так вот те, кто гулял по лесу, даже без тяжелой физической нагрузки, просто прогуливались, но регулярно, 90 минут в неделю, состояние мозга стало улучшаться. И это доказательство того, что регулярные физические упражнения помогут вам сохранить ваш мозг в целости и сохранности. А теперь еще несколько советов. Я сказал про иностранные языки, про судоку, но посмотрите на красные сигналы опасности. Если вы наполняете свою жизнь ритуалами, привычками, и все делаете изо дня в день одинаково, если вы начинаете говорить, а вот в наше время, лет 15 назад, земля была чернее, трава зеленее, девушки воспитаннее, молодые люди благороднее. Вот эта фраза «а в наше время» — это верный признак старости. Еще рекомендация. Больше проводите время с молодыми, с детьми, с внуками, студентами, коллегами молодыми по работе. Они вас многому могут научить, и что-то вам будет непривычно, и даже как-то в какой-то степени дискомфортно. Это выход из зоны комфорта. Мозг будет в этот момент еще более развиваться, у него будет новый толчок к развитию. Но есть и базовые основы. Это здоровый сон. Если вы плохо спите, зарубите себе на носу. Ваш мозг очень быстро придет в ветхое состояние. Вам необходимо спать 7 часов. Даже в возрасте 60-70 лет, когда время сна уже все меньше и меньше становится, вам времени нужно для хорошего сна, все-таки помните, что бессонница — это проблема, с которой надо справляться. Иначе ваш мозг будет страдать от нее. Почему? Объясняю на пальцах. Во время глубокого сна работает так называемая глиолимфатическая система. Но, образно говоря, это наша канализационная система мозга, в которую сливаются нежелательные продукты распада, и мозг очищается. Но, внимание, работает она только в фазу глубокого сна. И отсюда вывод. Если вы хотите, чтобы у вас мозг был чистый, значит, нужен хороший сон. Не просмотр телепередач перед сном, а прогулка перед сном. Очень часто говорят многие авторы интернет-роликов про пальчиковые всякие гимнастики. Да, это хорошая методика, но можно ее заменить рисованием, лепкой. То есть развитие мелкой моторики в самых разных вариациях тоже благотворно влияет на мозг. Поэтому в ряде стран специально для людей зрелого возраста создают такие секции, группы, где они занимаются рукоделием, лепкой, макраме, чем угодно, создают икебана, работают пальцами, другими словами. Работая пальцами, вы таким образом развиваете ваш головной мозг. Ну и совсем простые методики, например, устный счет. Попробуйте избегать калькулятора, попробуйте считать в уме. Давно показано, что устный счет тоже развивает ваш мозг. Более сложная методика — это синхронное рисование. В каждую руку возьмите карандаш, положите по листу бумаги и пробуйте рисовать обеими руками. Это сложно, но в этом соль, в этом суть. То, что сложно для вашего мозга, и развивает его. Не отчаивайтесь, если у вас что-то не будет получаться. Смотрите хорошее умное кино. Кстати, это тоже критерий. Если вы вдруг, выбирая в онлайн-кинотеатрах, выбираете пустопорожнюю какую-то картину, комедию, которую знаете, что она будет тупая картина, а не выбираете серьезное интересное кино, это тоже не самый хороший признак. Мозг начинает скользить по поверхности, он все время выбирает лайт-версию, более легкую версию, а его надо нагружать. Вспомните, что я сказал. Тренировка мозга подобна тренировкам мышц. И вот наверняка кто-то скажет, а какое серьезное кино? Мне, например, нравится Тарковский.
замечательный кинематографист, замечательный режиссер, и его Андрей Рублев. Это, наверное, лучший фильм про эпоху татаро-монгольского ига. Посмотрите, он тяжелый, сложный, его надо смотреть без попкорна в руках и не отрываясь смотреть на экран. Конечно, серьезный кинематограф – это и «Человек дождя», это и «Форрест Гамп», это и «Капитан Фантастик». Да много фильмов, которые вас заставят подумать, может быть, поплакать, но задуматься это точно. Это не ГГ, какая-нибудь там полицейский с Рублевки или там Саня плюс Маша. Это серьезное кино. Вот это очень важный принцип. Оно заставит вас думать. Итак, разбивайте ритуалы, разбивайте привычки, заставляйте ваш мозг не лениться, а двигаться вперед, и это позволит вам сохранить ваш мозг в целости и сохранности.